Все, что ты знаешь, ложь. Да, именно так. Если в твоей жизни есть несчастье, болезни, бедность и страдания, то это значит, что ты живешь во лжи, которая способствует этим страданиям. Тебе не дают увидеть истинные возможности, а лишь отвлекают от них, показывая только то, что нужно, чтобы тобой управлять. Все начинается с того, что в какой-то момент жизни в тебя вложили ложные ценности и убедили в их истинности. Со временем в твоей личности эта ложь скрыла настоящую твою суть, истинные желания и силу, благодаря которой ты можешь изменить все. Именно твоей силы, твоей воли и твоих личных убеждений так боятся системы и люди, которым нужно, чтобы ты оставался слабым. Настоящая реальность остается за кадром, пока ты находишься в созданной для тебя. Для чего это нужно? Религия, политика, войны – все это требует от людей послушания и покорности там, где нужно иметь собственные мысли и чувства, а не действовать под влиянием условных рефлексов. Ты под гипнозом. Тебя гипнотизирует общество ритмом своих шагов в красивое и светлое будущее. Тебя гипнотизируют дикторы с экранов телевизоров, постоянно убеждая в том, что везде творятся одни ужасы, войны, революции и что мир жесток и опасен. Ты веришь и боишься. Злишься, переживаешь и страдаешь. Ты увязаешь в этом информационном болоте, которое так тщательно создавалось для того, чтобы тебя контролировать. Ты под гипнозом. Сколько раз тебе приходилось идти по тщательно разбросанным хлебным крошкам к какому-то событию, которое ломало твою жизнь и причиняло боль? Словно под дудочку Крысолова из сказки, который увел детей из города, желая отомстить горожанам, мы идем в капканы каких-то иллюзий, глупости и абсурда. Тратим время на суету, повторяем свои ошибки и жалуемся Богу, что все идет не так. Нас с детства учат бегству от свободы, становиться зависимыми потребителями вещей и информации, которые делают нас рабами. Это постоянно используют против нас. Нас учат стремлению к здоровью и богатству, но не учат тому, как этого достичь. В итоге незавершенные, брошенные в мир, без четких ориентиров, мы попадаем в лабиринты негативных сценариев, в которых живут тысячи несчастных, выступающих в роли поводырей в счастливую жизнь. Окулисты в очках, нервные психологи, священники-бизнесмены, присмотритесь к несоответствиям. Все на виду. Песчинки. Часто мы делаем такие выборы, которые сами от себя не ожидаем. Замечаем, что теряем контроль над своей жизнью из-за каких-то мелочей, песчинок, которые постепенно образуют большую глыбу наших неприятностей. Когда мы не сопротивляемся унижению, отказываемся от мечты из-за страха или жертвуем своими потребностями ради комфорта других, то в этот самый момент мы под гипнозом, который лишает нас возможности увидеть правильный выбор. Даже ощущение свободы человеку можно создать с помощью иллюзий. Как фокусники используют декорации для своего выступлений, отвлекая от сути трюков, так и наше внимание с помощью различных уловок уводят от истины. Спроси себя, твой выбор действительно твой? А может, он основывается на чужих примерах и указаниях? А твои мысли не являются копиями мыслей твоих родителей, друзей, общества? Ты чувствуешь себя свободным и независимым от посторонних. Чувствуешь? Докажи это себе. Проверь себе. Проследи, как часто ты идешь на поводу у других. Как часто твои эмоции и желания подчиняют тебя. Ты можешь сказать, что все то, что ты делаешь, является проявлением твоей воли, твоего выбора. Тогда спроси себя, а воля твоя тебе подчиняется? Жизнь под диктовку. Гипноз представляет собой внушение, которое воспринимается человеком без критики. Такое внушение вызывает ощутимые реакции, которые могут менять самочувствие и поведение человека. Некоторые внушения могут навсегда изменить чью-то жизнь, если им позволить закрепиться в подсознании. Мы привыкли считать, что гипноз используется только некоторыми людьми и в отдельных случаях, на эстраде, в кабинете врача, мошенниками на улице. Но это не так. На самом деле мы все живем под гипнозом. Не верите? Судите сами.
Рождаясь, мы не имеем собственного мнения. Мы даже думать не смогли бы самостоятельно, если бы нас не научили. Дети, которые росли в диких условиях без родителей, не умели говорить и вели себя как дикие звери. Поэтому мы всецело зависим от того, как сформируют нашу личность в самом начале нашего развития. Помимо родителей, свой вклад создает все информационное пространство нашего мира. Все то, что мы прочтем, услышим, запомним. Подобно компьютеру, наш мозг впитывает информацию без критики и сопротивления очень долгое время. Это обязывает родителей быть очень внимательными и осторожными со своими детьми. Родители обязаны не просто вырастить своего ребенка, а еще и не позволить ему впитывать, как губка, разного рода деструктивную информацию, которая необратимо повлияет на его личность. Защищать от вредных привычек бесполезно, если не привить своему ребенку правильное отношение к себе, к жизни, к своему здоровью. Взгляд за кулисы. Вся наша жизнь состоит из внушений, которые со временем могут стать для нас убеждениями и основой для действий. Выбор только за качеством этих внушений и за контролем их влияния на нас. Спортсмен внушает себе, что может победить, и побеждает. Алкоголик говорит себе, что не может бросить пить, тем самым программируя свою неудачу. Наши самовнушения могут дать нам энергетический потенциал, основу для важных свершений в нашей жизни. Или же заставить нас верить в нашу неспособность чего-то достичь. Мы под гипнозом, своим или чужим. Пока мы не знаем этого, то мы в серьезной опасности. Лишь после этого открытия у нас появляется настоящий шанс на истинную свободу. Возможность проснуться для жизни, которую мы заслуживаем, чистое сознание, здоровье, достаток. Все получится. Нужно только очистить свой ум от негативных установок и самовнушений. Прекратить любое подавление своей личности, откуда бы оно ни шло. А затем начать удалять из своей жизни следы негативных событий и состояний, чтобы освободить место для нового и лучшего. Это путь к себе настоящему, к чистому и незамутненному примесями лжи сознанию. Нужно начать новый старт, возродиться из пепла, подобно Фениксу. Начать смотреть на мир по-иному, чтобы увидеть реальность, которая остается за кадром.